Уважаемые друзья и посетители моего канала, сердечно приветствую вас. Сегодня я хочу вас пригласить в небольшое музыкально-историческое путешествие во Францию. В середину прошлого века я хотел бы познакомить вас с творчеством великой французской певицы-шансонье Эдит Пиаф. А знакомство наше с вами начнется чуть-чуть необычно, потому что оно начнется с небольшого киноляпа, который находится прямо в замечательном советском сериале «17 мгновений весны», где благодаря этой случайности, этому киноляпу, многие советские люди познакомились впервые с творчеством этой великой французской исполнительницы. Позвольте начать. Только что мы с вами увидели маленький фрагмент из 8 серии «17 мгновений весны», где Макс Отто фон Штирлиц вместе с пастором Шлагом подъезжают к швейцарской границе и слушают по радио как раз исполнение замечательной французской певицы Эдит Пиаф. Она поет свое произведение, очень известное на весь мир, «Милор». И киноляп здесь заключается в том, что оно впервые было исполнено в 1959 году, а события, я хочу вам напомнить, происходят в марте 1945 года, как раз в этой серии. Это не единственный киноляп. Сами магнитолы, кстати, появились значительно позже. Вот. Но замечательная режиссер этого фильма Татьяна Михайловна Лиознова разместила это отнюдь не случайно. Она таким образом хотела познакомить советских зрителей с этой замечательной исполнительницей. Нет, это полное падение нравов. Так говорят на рынках. Ну, так действительно говорят на рынках, так говорят не только на рынках, так говорят в кабаре, по крайней мере, в то время, о котором идет речь. И замечательная наша Эдит Пиаф, которая сейчас пела, она как раз пела в жанре шансон. Французский шансон, вообще шансон происходит от слова петь, пение. Может быть, у вас возникла ассоциация с итальянским канцоне или с русским кантом, который был популярен начиная с Петра I, начиная с этой эпохи. И французский шансон традиционный отличался тем, что огромное значение придавалось словам, выразительности, и чуть в меньшей степени придавалось самой музыке как таковой. Пелось оно в кабаре, пелось на улицах Парижа, на улицах Франции. И шансон французский подразделяется на две основных части. Первое – это классический французский шансон, который представлен, конечно же, Эдит Пиаф, Ивом Монтаном, которого она буквально сделала, Шахнуром Азнавуряном, известным нам как Шарль Азнавур. Ну и, разумеется, многим советским зрителям и чуть более поздним поколениям известна Мирей Матьё, которая тоже представительница классического шансона.
Современный шансон, он уже немножко видоизменился, он стал чуть более кроссоверным, ему добавились какие-то, возможно, латиноамериканские ритмы, музыка повлияла очень сильно разная мировая на французский шансон, и он представлен такими замечательными исполнительницами, которые, я уверен, вам известны. Это Патрисия Каас, это ярчайшая представительница современного французского шансона, и, например, Лара Фабиан. Эта певица переживет себя. Ее будут помнить и после смерти. Фон Штирлиц, несомненно, прав. Несомненно, ее будут помнить после ее смерти. И сейчас, когда я просматривал просторы интернета, я очень захотел увидеть тех молодых исполнительниц, которые могли бы продолжить вот эту замечательную традицию французского шансона и которые могли бы исполнять это в стиле Эдит Пиаф. Я нашел двух замечательных исполнительниц, которых я хотел бы представить вашему вниманию. Итак, первая претендентка – это будет наша замечательная Диана Анкудинова, которая победила в шоу «Ты супер» второго сезона в 2018 году. И она буквально ворвалась на нашу сцену. А вторая претендентка – это у нас с вами Софи Томас. Она стала победительницей «Голос дети» в 2017 году. И меня она просто удивила своим прекрасным выступлением произведения Шуберта «Аве Мария». Но я хотел бы о них поговорить чуть позже, ближе к концу. А сейчас, для того, чтобы мы с вами могли понять, кто такая Эдит Пиаф, почему ее песня, которую будут петь наши претендентки, «Я не жалею ни о чем», явилась для нее очень важной, и для многих людей именно эта песня стала ассоциацией с Эдит Пиаф. Для этого мы сейчас с вами отправляемся в историческое и музыкальное путешествие на 50-60 лет назад и даже чуть раньше. Эдит Пиаф родилась 19 декабря 1915 года в Париже в не совсем благополучной семье. В чем ее неблагополучность? Это то, что она родилась у матери Аниты Майяр, которая фактически сразу после рождения свою дочь бросила, и акробата, потомственного акробата Луи Гассиона, который в то время ушел добровольцем на Первую мировую войну, и когда он вернулся с фронта, он выяснил, что, к сожалению, его малышку Эдит мать бросила, передав ее своей матери, и Луи вынужден был забрать свою дочь и передать своей матери, которая содержала, назовем это, злачное заведение. Малышка была абсолютно слепа, к сожалению, никто не знал причины. Потом у нее начал развиваться кератит, и к 6 годам она, как выяснилось, была слепа. Но ее бабушка, которая содержала это заведение, вместе со своими сотрудницами поехали на моление
в небольшое местечко Лузье к святой Терезе, которая потом одним из последующих римских пап будет признана учителем церкви. Возле ее могилы совершались чудеса, и последняя надежда на то, чтобы маленькая Эдит Гасьон, урожденная Гасьон, название и прозвище Пиаф Воробушек, она получит чуть позже. Они поехали все на моление, и случилось чудо. Примерно спустя неделю, как они поехали молиться о выздоровлении маленькой Эдит прозрела. Удивительный факт ее биографии. И первое, что увидела маленькая Эдит, это были клавиши рояля, который стоял в этом заведении. И во многом это определило ее дальнейший выбор ее жизни. Она очень быстро стала петь, у нее это получалось все лучше и лучше, и через какое-то время она пошла в школу. К сожалению, из школы она вынуждена была уйти, потому что никто не хотел, чтобы дети учились с девочкой из очень неблагополучного места, а ее родная мать начала интересоваться ей активно только в тот момент, когда у Эдит пошла карьера и начали появляться деньги. Эдит поддерживала мать, но принципиально с ней не общалась. И в уже начинающемся ее более юношеском возрасте отец ее забрал с собой, она начала выступать на улицах, но отношения были очень тяжелые, отец женился на женщине со многими детьми, и ее мачеха считала, что девочка должна зарабатывать, а не сидеть дома. И она работала со своим отцом, отец акробат, делал акробатические этюды, а маленькая Эдит выступала и пела. Но в 15 лет она все это не выдержала и сбежала. Вместе со своей лучшей подругой они начали взрослую жизнь и перешли в нее. Перейдя в эту взрослую и непростую жизнь, в 17 лет маленькая Эдит, уже молодая девушка, родила своего первого ребенка и единственного, девочку, которая прожила всего 2 года и, к сожалению, умерла от менингита, тяжелое заболевание. После этого у Эдит были еще неудачные беременности, и в конце концов, через очень короткий промежуток времени она оказалась полностью бесплодной. Но она начала свою карьеру, и потихонечку у нее стали происходить значимые успехи в ее музыке. Ее стали приглашать в кабаре, где она начала выступать уже как профессионал. И настолько хорошо у нее все это происходило, настолько хорошо начала продвигаться карьера, что ее стали приглашать в другие страны. И она совершает путешествие в Америку, где она начинала свои концерты за границей. Америка принесла Эдит небывалую славу. Когда она только приехала в Америку, вначале ее никто не воспринял. Она выступала всегда в черном костюме, пела в нетрадиционной манере для Америки, и ее не приняли. Но нужно было знать, Эдит,
которую прозвали Пиаф воробушек, потому что она была маленького очень роста, что сломать ее было очень тяжело, почти невозможно. И она сказала, что она не уедет из Америки, пока она ее не завоюет. И она ее завоевала. Она переделала всю оркестровку, переделала всю программу. У нее была очень кипучая энергия, и многие, кто с ней работал, вынуждены были подчиняться ее авторитарному управлению. Она была маленький Наполеон. Удивительная талантливая женщина, которая покорила Америку с первого раза. Там же она познакомилась с известнейшей Марлен Дитрих, и там же она познакомилась с любовью своей жизни, замечательным боксером, который не знал фактически поражений, был чемпионом мира, Марселем Сердоном. Это была любовь всей ее жизни, о которой она вспоминала всегда. Позвольте, я вам приведу немножко строк из ее писем, с какой душой она писала и насколько она его любила. Мой милый друг, как бы я хотела, чтобы ты получил это письмо до матча. Я чувствую, что мое сердце с тобой. И если бы ты мог, когда бой закончится, вернуть мне сердце, чтобы я могла дышать. Ну вот, я посылаю тебе письмо. Но я боюсь, что самолет, который его повезет, не справится с таким грузом, потому что в нем вся моя любовь. И я боюсь, что ноша слишком тяжела. В среду я буду в твоих перчатках, в твоем дыхании, в твоих глазах, в твоем сердце, везде. И если Ламота, мерзавец, сунется к тебе, будет иметь дело со мной. Ну что ж, к сожалению, самолет действительно не выдержал этого груза. И Марсель Сердон, который летел к ней, летел навстречу со своей тоже любовью, к сожалению, потерпел крушение возле Азорских островов. Сказать, что Эдит была убита горем, это ничего не сказать. Потом очень долго она восстанавливалась психически и психологически. И от жесточайшей депрессии ее спасает как раз песня «Я не жалею ни о чем». Когда Шарль Дюмон впервые дает ей послушать «Я не жалею ни о чем», которая была написана на слова Мишеля Вокера, Эдит видит в этом знак свыше, знак судьбы. Она начинает исполнять эту песню. Тот день, когда он впервые сыграл «Нет, я не жалею ни о чем», стал для меня днем пробуждения. Мне страстно захотелось отбросить все плохие воспоминания и начать жизнь заново. В этой песне все мои страдания, мое отчаяние, мои надежды и, главное, желание жить. Эта песня придала ей желание жить, и она выходила ее и пела перед публикой. Публика знала о том, что произошло. Ее встречали стоя, бурными и долго несмолкаемыми аплодисментами. Удивительно, но эта песня стала ее визитной карточкой во всех странах, куда она приезжала. Сама песня была впервые исполнена в 1960 году. И начиная с этого времени она стала прочно ассоциироваться с самой Эдит Пиаф.
Давайте посмотрим, какой Эдит была в жизни. Нет, стойте, стойте, прекратите Очень много немедленно. юмора. Это очень красивая песня. Она Это была песня очень драма. позитивным И человеком. ничего общего с тем, что мы сейчас услышали. К сожалению, я не могу сейчас петь, но я все-таки попробую. Я постараюсь найти в себе силы, чтобы спасти эту песню. Я спою припев. Я попробую. Подыграешь? Да. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien. В «17 мгновениях весны» как раз именно эта песня «Милор», она звучала в самом начале, перед тем, как она начала петь «Я не жалею ни о чем». Помните? Мишель Мэр? Это он вот уже несколько лет каждый день приносит вам новую песню? Да, именно он. Мишель, Мишель, иди сюда. Ты принес? Сначала сядь. Да. Ты принес новую песню? Нахал. Неплохо для начала. Придется говорить о старых, раз нет новых. Какая была последняя? Сейчас вспомню. Так какая? Буду петь, а ты меня побьешь. Сейчас попробую вспомнить, что мы с тобой натворили. Какой А что, аккомпаниатор. ты тут на Ох, коре был? Неважно. Да, до сестры Анны. Какая у нас была песня? Вылетела из головы. Погоди, погоди. N'y va pas. Il y a des choses dans la vie qu'on ne fait pas. Et plus tard, tu le regretteras. N'y va pas, n'y va pas. D'ailleurs, il y a été И дальше проигрыш не забыл? Точно? сколько юмора и сколько позитива исходит от этих старых записей. Да, у нее было и чувство юмора, и, конечно, она была маленьким Наполеоном Буанапартом. Она постоянно правила те песни, которые ей присылали, писала на полях: здесь нужно побыстрее, здесь нужно помедленнее, здесь вот нужно изменить одно или другое. Она полностью переделывала песни под себя. Я хотел бы, чтобы мы с вами послушали короткое ее мини-интервью, где она раскрывает себя как человека, как она относится к песне, как она относится к публике, потому что это является ключом к пониманию ее особого секрета, который заключен в ее полной самоотдаче. Во время болезни вы не задавались вопросом о том, что существуют пределы, и вы уже перешли их? Ну, когда болен, очень трудно держаться. Но все же, даже если я слегка и поддавалась, то быстро перебарывала себя, говоря: «Нет, невозможно». Эдит ближе к своей смерти очень много и долго болела. Я говорила всегда себе: я выстою, выберусь. Ваша жизнь слишком безалаберна, другие артисты более устроены. Если бы вы последовали их примеру, ваша жизнь стала бы поспокойнее. Вероятно. Но я полагаю, я не дала бы зрителям то, что я им даю. Ведь если я отдаю что-то, то отдаю полностью. Вы не экономите? Только не это. Ни материально, ни морально? Конечно, нет. И не думаете, к примеру, о старости? Когда она наступит, тогда и посмотрим. Вы боитесь смерти? Боитесь умереть? Нет, я не боюсь умереть. И вы об этом думали? Думала и принимаю ее, если это случится. Полагаю, что я готова. В вашей песне «Я не жалею ни о чем» вы год назад пели ее здесь. Эта песня потрясла зрителей. Они подумали, что вы говорите о себе. Когда вы судите свою жизнь, вы в самом деле не жалеете ни о чем. А если начать сначала? Прожила бы точно так же. Вы всегда поете о любви, но известно, что любовь для вас не только слово, тема песни. Что вы ожидали от любви? Эдит Пиаф. Все, что она мне дала. И что же? Чудо. Необыкновенность, печаль, трагедию. Разочарование тоже. Я никогда не разочаровывалась. Эдит уже тогда болела, у нее были серьезные заболевания, связанные с суставами, ей было очень тяжело двигаться.
Но она не сдавалась, и она продолжала выступать, хотя ее друзья считали, что это самоубийственно продолжать жить в таком ритме. Очень много концертов ей приходилось пользоваться тяжелыми антибиотиками, морфием тоже. И это ее, в общем-то, довело. И спустя какое-то время она умерла. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. В момент, когда она умерла, и спустя несколько дней, когда ее хоронили, собралось порядка 40 тысяч тех, кто захотел с ней проститься, и все кладбище утопало в цветах. Люди толпились, люди оставляли цветы, ставили свечи. Эдит умерла 10 октября 1963 года в возрасте 47 лет. Великая певица прожила не очень много, но оставила после себя очень яркое наследие. А вот сейчас, когда мы с вами узнали Эдит Пиаф, поняли, чем она дышала, как она жила, поняли об ее искренности и услышали ее голос, я хотел бы предоставить вам наших кандидаток, которые вместе с Эдит Пиаф исполнят песню, которая была специально написана для Эдит Пиаф. Песню, которая стала символом Эдит Пиаф. «Я не жалею ни о чем». Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est bien, pas rien, oublier. Je me fous du passé. Et avec mes souvenirs, j'allume mes feux, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car ma joie, aujourd'hui, Ça commence avec toi.
Ну что ж, друзья, вот мы с вами и прослушали 3 исполнения. В отличие от многих моих обзоров, здесь вы не услышите критики вообще, потому что в этом сравнении я не вижу смысла говорить о том, что кто-то хорош или кто-то плох. Сравнивать, ну как можно сравнить красоту розы с красотой подснежника или красотой лилии? Это разные цветы, которые прекрасны каждый по-своему. И цель в данном случае моего сравнения, которое я представил вам, было ознакомление и подтверждение того, что великий дар прекрасной певицы, он продолжает жить, что она смогла передать новому поколению свою душу, передать свою музыкальность и свою самоотдачу, которая, я надеюсь, будет продолжаться в поколениях музыкантов. Я хотел бы в конце своего видео, своего выступления перед вами зажечь свечу памяти. Памяти о маленьком воробушке, который обладал таким огромным сердцем. Несмотря на то, что ее маленькие ручки в конце жизни, она их с трудом разгибала, потому что у нее болели суставы. У нее были большие крылья любви, на которых она долетела до нас. И еще была одна особенность. Это почти упускают все ее биографы, но ее ближайшие друзья это заметили и сообщили. Но она никогда не снимала маленький крестик, который был на ней. Перед каждым своим выступлением она отходила в сторону, брала его в руки, на какое-то время замирала и пыталась сделать небольшой земной поклон. Что это было? Наверное, тайну эту она унесла с собой. Но я думаю, что если это была молитва Эдит Пиаф, то пусть эта молитва звучит и сейчас. И если она начинала это, все свои произведения, все свои выступления с вот такой молитвы, то пусть она и закончится молитвой Эдит Пиаф, ее завещанием, с пожеланием, чтобы Творец хранил любимого, хотя бы ненамного, хотя бы на сколько-нибудь. И вот это ее завещание. Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы ваши любимые были всегда рядом с вами, потому что наша взаимная любовь придает смысл нашего бытия. Если вам понравился мой обзор, подпишитесь, оставьте ваши комментарии, которые я постараюсь обязательно прочесть и на них ответить. И до новых скорых встреч!